Йоу-йоу-йоу-йоу, бойз. Сейчас вот. Йоу-йоу-йоу-йоу, Ой. Все. Через пару минут начнется стрим, буквально вот через 4 минуты. Здорово, Ричард. Здорово. Привет, геймеры, с вами Hrap, вы на канале Hrap Video Games, и помните. И мы всегда поддерживаем это мнение. Буквально через 3 минуты, 3,5 минуты нам покажут эти замечательные люди, разработчики, между прочим, большинство из них бывшие разработчики из Blizzard и Riot Games в Singularity 6 у нас, покажут нам геймплей своей новой, самой доброй MMORPG под названием Palia. Ну а пока мы ждем, мы посмотрим их самый крайний ролик внутри игровой. Он как раз идет вот приблизительно столько же, через сколько должен начаться стрим. Всем привет еще раз. Если кто не в курсе, абсолютно не в теме, то Palia является самой доброй MMORPG, в которой, в принципе, у вас даже нету ни очков здоровья, вы не наносите никому урон, вы занимаетесь исследованием, строительством, крафтом, рыбалкой, кулинарией, соревнования. В плане PvP здесь выглядит по типу поймать больше бабочек или словить больше рыбы, или добежать до куда-то быстрее. Играть тут это фантастический мир, где, собственно, присутствуют и эльфы, и гномы, и какие-то еще очень странные существа. А люди считаются расой, которая очень давно пропала. И вот мы снова появляемся здесь на Пали и наводим свои порядки. Играть мы будем исключительно за людей, но заводить отношения какие-то. Вот, единственный момент, где можно наносить урон, это во время охоты. То есть убить можно только во время охоты, собственно, существо, на которое вы охотитесь. Крайне интересная задумка на развитие, трудно такое. Ну, смотри, самое-самое-самое близкое, к чему можно сопоставить Палию, это игра под названием Animal Crossing. Не помню, честно, на какой она платформе была, то ли на Nintendo, то ли в принципе на всех приставках и на ПК. Animal Crossing, игра, в которой также нету никаких убийств, есть только развитие, но там причем это даже как бы не ММО, но там можно приглашать как бы друзей на свой остров. Вы открываете свой остров, развиваете его и так далее. Это, как по мне, будет интересная игра вот именно для того, чтобы отдохнуть, потому что игр, где убивать, фармить, гриндить, достаточно, очень много. Типа, не знаю, надолго ли меня хватит в этой игре попробовать хотя бы недельку-другую. Думаю, стоит. Там посмотрим. Вот сейчас посмотрим геймплей. Мне просто интересно реально, чем там надо будет заниматься, что надо там будет делать. И, по сути, здесь не будет разницы. Игра, где ты в вечных долгах. Где, короче, посмотрим. Not everything needs PvP if you want PvP, go. Ну, сейчас это даже... Ща. А что такое? Этот... Be a kind. Окей. Просто прям интересно. This game have PvP, but without killing. Ну, то что, в PvP в первую очередь, что означает правильно? Player versus player. Игрок против игрока. И здесь игрок против игрока может играть в разные, так сказать, play. Ну, давай, что тут? Ждем пользователя Palia. Official Gameplay First Look. Да. Ну, посмотрим, типа... Я ничего не ожидаю, если честно, от этой игры особо. Вот если кому интересно, есть похожая стилистика игры. Называется BitCraft. Тоже у меня в Дискорде присутствует новостная ссылочка по Дискорду BitCraft. Там уже присутствует урон в классическом виде, но там это не очень классическое ММО. Это максимально открытый мир, где все создается игроками, города, экономика и так далее. Это быстрая заставочка такая. Не знаю, давай посмотрим, что пока тыкать на их видосики, пока они не запустят стрим, чтобы нам не было прям так сильно скучно. Корпанк пока что его больше всего жду из ММО. Да, Корпанк вот самое долгожданное ММО. Сейчас мне вот еще больше понравился Тарисланд, его тоже сейчас жду.
из именно MMORPG. Поэтому, да. С Корпанком пока затишье. Не знаю, если я смогу навести какой-то шумихи там. Я общался раньше просто с обеими комьюнити-менеджерами. О. Думаю, откуда звук пошел. Ага. Они ну тут еще счетчик поставили. 15 минут ждать начала. А что так громко, ё-моё, ребят. How exciting are you? I'm ready. Give me let me in. Let me in. Let me in. Какие тут субтитры стоят? Автоматические субтитры. Это английский только автоматический. Нафиг надо. Если что, буду... Поэтому ждем. 15 минут еще, 14. Так что да. Биткрафт, ММО из необычных, которые я ожидаю. Корпанк, Тарисланд. Ashes of Creation хорошая, интересная ММО, но меня она отталкивает, если честно. Она мне привлекает идеи максимальной свободы и в плане того, что игроки максимально влияют тоже на мир. Но вот Биткрафт меня привлекает больше, чем Ashes of Creation. Ashes of Creation максимально красиво выглядит. Максимально она там будет, наверное, просто похожа на старые классические ММО по типу Lineage, поскольку разработчики и главный разработчик, который там финансист, он большой фанат Lineage был. То есть это будет европейское ММО, которое будет склоняться к азиатскому такому стилистику. Тут главное ММО сейчас не повторять ошибку New World. Ну вот как бы единственная ошибка New World заключается в том, что она никогда не планировалась как ММО, а создавалась как survival. И ее 10 раз перелопативали, не знали, что из нее хотели сделать. Сделали неплохую ММО, она была интересной. А на релизе, вот на тестах все очень-очень-очень сомневались насчет New World. На релизе получилось неплохо, были квесты, были диалоги, разные были квесты. Интересная прокачка, универсальная, вот это с разными оружиями. Это было необычно, интересно. Я вот в эту игру вот очень, относительно долго сидел, вот только я вот не досидел до арены. Вот хотел бы еще, я бы досидеть до арены еще. И до нового контента. Потому что когда я уже пришел в новый контент, я уже не сильно был заинтересован игрой, я забил на игру уже на какое-то время. Но первое время, да, я прошел, докачался на максимальном уровне, проходил инсты самые такие жесткие, инсты арены, с Чипиксом играл, танчил ему там пару инстов. Там интересные механики у боссов были. Помню, даже вот какой-то такой босс напоминает колосса из WoW в этом Ульдуаре, который там пояс только видно, он огромный, типа, только пояс его видно, и он руками, там, ногами, вот это, руками и головой, типа, торсом что машет. Вот там, на этом боссе было прикольно танчить, потому что в первый раз я не понимал, что делать, типа, как танк. Я складывался, потом я такой подобрал чисто под этого босса билд и все четенько протанчил. Было интересно вот пару раз так вайпнуться, почувствовать, проэкспериментировать. Вот я вот люблю первопроходство в ММОшках. Я вот не сильно люблю прям мидмаксить, я люблю вот сам к чему-то приходить. Типа, да, там тактики посмотреть, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, это спойлеры. Так что да, ММОшки, которые я рекомендую всем, как минимум проверить для себя, посмотреть, нравится вам, не нравится, которые еще не вышли, помимо, естественно, Палии. Это у нас Корпанк, Тарисланд, Биткрафт и Ashes of Creation. Максимально разные вообще пул ММО. Я, наверное, все-таки добавлю Ashes of Creation тоже в пул новостей себе, чтобы люди следили. Не знаю. Просто вот я по-любому как контент-креатор я залечу в Ashes of Creation посмотреть, как там, что там. Но там очень сложные системы. Там идет типа класс под класс с комбинациями. То есть там где-то у них была сетка всех классов существующих в горизонтали и вертикали. И как их можно комбинировать и какой класс получается. То
То есть там, если комбинировать разбойника и охотника, получится там какой-то теневой лучник, что-то типа такого. Прикольная система. И там вот что-то я не совсем понял, они сами не понимают, чего они хотят. Там и одновременно и таргет, и антаргет система, и вы сами вольны выбирать, какое количество скиллов у вас будет таргетное, какое будет антаргетное. Но они не могут быть 100%, там как минимум что-то вроде 60/40 должно быть. Тарислан, главное, чтобы не было подписок за космические цены. Не, она будет бесплатной. Тарислан — бесплатная игра с внутриигровым магазином, где вроде как обещают исключительно косметику. Ну, исключительно. Когда я говорю исключительно косметику, я подразумеваю, что в внутриигровом магазине нет вещей, влияющие на мощь персонажа или как-нибудь дающие вам преимущество по сравнению с другими игроками, которые не платят ни за что реальные деньги. Типа вот такие модели неплохие. Корпан, кстати, будет buy to play, но тоже с внутриигровым магазином. Опять же, таким со скинами и там всяким таким мусором. Один раз купил и играешь. Цена пока неизвестна, но поскольку еще даже ни ОБТ, ни ЗБТ, ничего такого не было. Звучит как сказка в наше время. Ну да, особенно когда это касается азиатских MMORPG. Не, ну посмотри, в 4-й Диабло, ну она платная игра, да? Там внутриигровой магазин без всякого мусора. Я вполне уверен, что я знаю, что существуют игры бесплатные с внутриигровым магазином, которые никак не влияют на геймплей напрямую. Исключительно косметика. Тот же, например, HOTS, да, Heroes of the Storm у Blizzard. Бесплатная моба, в которой есть донат-шоп, в которой можно покупать скинчики, ну и разве что бусты. То есть вот эти бусты, чтобы быстрее прокачивать аккаунт. Ну как бы левел аккаунта ни на что тебе не влияет. Ну и ты там с донат можешь купить всех персонажей, но тоже как бы это ни на что не влияет. То есть ты сильнее не станешь от того, что купишь персонажа. Ой, посмотрим. Главное, чтобы эта игра не была прям вот слишком добренькая. Вот, потому что, ну, типа, Animal Crossing, реально, это чисто наша игра для девочек, там, детей. Хотелось бы видеть в Палии какую-нибудь соревновательность, даже если это соревновательность там в каких-то странных вещах. То есть PvP тут по-любому будет. Интересное PvE-исследование. То есть даже если тут нельзя убивать и умирать, за исключением охоты. Блять, не повезло же оленям в этой игре. Единственные существа, которые могут умереть, и то потому, что игрок захочет поохотиться. И рыба. Ну, посмотрим. Глайдер, это прикольно. Ну, интересно, вот чем они зацепят игроков? Вот что будет игроков держать в игре, что будет заставлять игроков двигаться вперед, чем заниматься, почему игрок, который играет один день, не будет отличаться от игрока, который играет 100 дней за исключением опыта, ну и, допустим, там домика построено. Добрая игра еще начинается пересдавать батли. Что-то. Да, сейчас такой бам, ядерный грибок. Как перезапускается сервер Palia. Взрывается нахер тупо сервер весь от ядерным грибком. Так что да. Блин, я вот знал, что все-таки это не вот за 15 минут, типа, они запускают, чтобы 15-минутный нотис, типа, сделать такой. Ну, нормально. Типа, можно посидеть, пообщаться, подумать, типа. Много очень интересных ММО на данный момент выходит. Очень много в плане вот прям вообще ММОшек. Прям ММОшек, которых меня заинтересовали только штук 5, ну 4 минимум. Это то, что вот у меня в Дискорде, это обязательно. Ashes of Creation заинтересовало, но просто я не думаю, что я там надолго останусь, но обязательно тоже добавлю к себе в новостной канал в Дискорде. Кстати, обязательно в Discord, ссылочка в описании, там никогда не пропустите ни новых видосиков, ни новых стримов, ни новостей канала. Вот там, допустим, я как тут в сообществе, но в сообществе на ютубе очень мало людей сидят. Я никогда практически не сижу в сообществах каналов, только разве что там посмотреть какие-то новости, когда целенаправленно. То есть я какие-нибудь объявления обязательно пропущу. Вот в Дискорде уже попроще. Гениально сделать добрую игры, дать всем бахнуть ветер, да, перезаску сервера наносить на анархическое выживание. Да, типа дополнение Palia 2.0. Берите в руки оружие, пытайтесь выжить. Вы последняя надежда человечества, убейте эльфов. Жалко, кстати, то, что только тут за человеков можно играть. Я бы поиграл бы за эльфов тоже, типа, интересно. Ну, как бы, разницы нет ни в чем, и тут же нет статов никаких.
Ну, для разнообразия было бы прикольно. Хотя, может быть, и можно будет. Я, как бы, это информация, которую я проверял еще тогда, когда первый обзор свой делал. Тогда они говорили, что вы будете играть за людей. Пропавшая легендарная раса. Так что да. У эльфов нет чести, нет пива. Хорошо, за гномов. За дворфов будем долбать шахты. Кстати, за гномов мы будем играть тоже уже этой осенью. В игре The Lord of the Rings Return to Moria. Возвращение в море. Игра, посвященная «Властелину колец», как понятно, уже после событий фильма, где гномы будут пытаться вернуть Морию. Море, если кто не помнит, это было подземелье, в которое в первой части Гэндальф отправился вот со всей этой своей сворой, там, где они наткнулись на Балрога. А или это вторая часть была? Или первая? Уже не помню, перемешались в голове. Ну вот после этого Гэндальф Серый стал Гэндальфом Белым, когда с Балрогом упал вот этот момент «Run, you fools». Кстати, он сказал «Fly, you fools» на самом деле, на английском. Бегите, глупцы. Но на русском языке эта игра слов не почувствовалась, поэтому разницы особо нет. У меня эта битва с гоблинами была. Блин, я вот вспомнил очень-очень старую игру, по-моему, на второй PlayStation. Еще была и на ПК. Про «Властелин колец», вот, кстати, тоже с этими событиями киношными, где вот эти моменты, где надо было драться, вот так вот с мечом, ты их там рубишь, классно, так здорово. Привет, надеюсь, они не заставят покупать прем для постройки домов, как в Арте. Бля, это будет очень странно. Кстати, а вот у меня, кстати, интересный вопрос. Игра-то платная должна быть, вроде. Ну, типа, открытое бета-тестирование для всех, а на предзаказа еще нету нигде. Или она бесплатная? GTA это как-то провтыкал. Даже не проверял никогда. Кое-что там будет месиво, наверное, с этими гоблинами. Ну, там такой графончик сделали. Ку от Пети, здорово, Петь, здорово. Мы сегодня сейчас будем заценим сейчас геймплей через 3 минуты уже. Самые добрые ММОшки. Там такой графончик странненький они решили подобрать для Back to Moria. Возвращение в море. Я бы все-таки что-нибудь более мрачное сделал. Все-таки «Властелин колец», все-таки вселенная такая достаточно мрачная. Но они сделали такой немножко анимационный графончик. Ну, пофиг. Графон на самом деле дело вторичное. Если геймплей хороший, то любой графон подойдет, даже пиксельный. Типа, в первую очередь геймплей, во второй графон. Когда эти две вещи хорошие, друг друга дополняют, тогда это вообще идеально. Я последний раз за дворфов играл в этот, когда в космосе шахтером работал. Космодворфы, как это там, Deep Rocks, что-то там, Space Deep Rocks, не помню. Какое название? Неоднозначное. Так что да, ребят, не забываем ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, кликать на колокольчик. Обязательно залетаем в Discord. Вот там проще всего со мной общаться, проще всего следить за новыми видосами и стримами, и новостями канала. Петя вот очень любит развивать наш Discord, да, Петя? Проще всего залететь именно в Discord. Ну или там колокольчик тут тыкнуть хотя бы. Просто сообщество, редко кто в сообщество проверяет на Ютубе. Я там тоже иногда анонсы делаю параллельно с Дискордом. Хотя, знаешь, вот в анонсе в сообществе в Ютуба там есть лайки, а вот в Дискорде нет. Почему-то. Да, я как пропал из Дискорда, и тогда я уже не видел, что там. Слишком добрая мама, да, слишком добрая мама заставляет себя долго ждать. Я уже не надеюсь на выход чего-то супер-пупер. Ну, моя сейчас ближайшее на действие прям надежда на супер-пупер. Это не ММО, а просто РПГ. Это СРПГ. Это Baldur's Gate 3. Вот выглядит прям супер-пупер. Вот, я думаю, игра года будет. Обязательно буду стримить. 3 августа она официально выходит. Сейчас можно зайти на ранний релиз, но я не хочу себе ничего спойлерить, не хочу играть. Прям хочу вот прям вот... Я только чуть-чуть поиграл, попробовать, посмотреть, там, поснимать немножечко для видоса позапрошлого. А так я хочу только на релизе зайти, потому что я до сих пор не знаю, за какой класс я хочу играть, за какую расу я хочу играть.
Очень интересная РПГ должна получиться. И думаю, стать она должна лучшей РПГ в истории. Опа, опа, опа. Сейчас начнется 8. Отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, бля, хорош. Так, добрый ММО, мы на добром ММО не мутикаемся. Это реал по вселенной Властелина колец. Hello, привет всем, привет и добро пожаловать на наш первый взгляд на геймплей. Я не могла бы быть как можно больше заинтересован. Хост. С нами разработчики из Singularity 6, разработчики игры. Я знаю, что вы очень заинтересованы тем, что мы недавно вам объявили, что скоро бета идет. Так, буду переводить, поэтому иногда... Привет, мы еще живы. Хорош. Это будет что-то типа WoW плюс Fortnite, но без насилия. WoW, LOL и Fortnite. Это разработчики из Blizzard и Riot Games. Мы наконец-то готовы что-то показать. Спасибо за ваше ожидание. За patience, как его, терпение. Ну, и сейчас говорят такое, ничего такого прям. Она за историю отвечает. Оливия. The Ormusmore is a big hub for our villagers and players in the game, and it's just surreal to be here in person. It is a very cool setting for sure. Пока что здороваются, представляются, ничего такого. Это менеджер команды, лидер, продюсер. Продюсер, короче. Главный продюсер. Амбриэл. Второй директор. К счастью, взяли одного из нарративов истории. Да, они говорят о том, что наконец-то мы можем с вами всем поделиться. Как будто я смотрю очередной подкаст разрабов Paladins. Нет, это такое, господи, у них проблемы со звуком. Немножко голоса у них очень-очень тихие, а музыка орёт. Так, ну они нам показывают... Подожди, это что, ну... Не, это только что мы смотрели, да? Да, это последний их видос. Блин. Сейчас они потянут время. Я, к сожалению, чат не могу посмотреть, который прошел, поэтому, ребята, если что-то пропустил, обязательно переспрашивайте. Не знаю, что за движок. Unreal Engine 500, блин. Не, без понятия, честно, не помню. Если смотрел, то забыл уже, какой у них там движок. Ну, да, мне сказали, что похож на этот Fortnite. Но я, если честно, не видел до тех пор, пока мне не сказали. Unreal Engine 5, а не 4. Не думаю, что конкретно в этой игре это сильно важно. Разве что производительность. Глайдер, он охота. Ну да, короче, это последний трейлер они решили нам показать. Не знаю, зачем мы сюда пришли за геймплеем, а не за трейлер, который мы уже по 10 раз и посмотрели. Fortnite хочу. Ну да. Я, чтоб ты понимал, поддержал разработчиков Fortnite еще когда они разрабатывали сам Fortnite, а не Battle Royale. И поиграл я Fortnite именно из его оригинальной части, часть игры, где там надо было строить эту базу, отбиваться от монстров, делать задания, все вот это вот. А потом они поняли, что игра не заходит людям, и они как-то оплошали, и они сделали Battle Royale. Я, если честно, расстроился. Эта игра выглядит так красиво. Это аквариум внутри дома, да. Так красиво. Так, нам сегодня много обсудить. Absolutely. Well, Palia at high level, it's a cozy community simulation Palia — это MMO очень in уютная which you get to be симуляция transported into сообщества, this amazing, whimsical fantasy world. где вы Build the house of отправитесь your в dreams, фантастический develop мир, построите relationships дом with своей all our мечты, unique cast of characters. будете строить And of course, отношения с most разными importantly, you персонажами, get to do и this with самое all your главное, friends. It's a с вашими massively друзьями вы multiplayer сможете это game делать. where all your friends can be a part of it.
Oh, I just can't wait. Now, for everyone who's watching right now, Для всех, кто we've got a сейчас lot to get смотрит, into today. у нас есть Today, много, we will be много giving you чего an exclusive обсудить. deep dive Сегодня мы into the world of покажем Palia. We'll be taking a эксклюзивные first кадры look at Palia's gameplay. с первым We'll get into геймплеем. some of the lore and meet some of the villagers. We will dive История into a quest и and even check out деревенщины, multiplayer, and we'll квесты, be taking a look at the game's мультиплеер, cosmetic items and art as well. косметика Like и I said, художество какое-то tons она to будет delve показывать. into. I Вот am интересно, да, someone за лор, who потому is что я big into про character лор creation. I вообще saw in ничего the не beta знаю. announced trailer, trying on some different hairstyles, some different outfits. So, Обсуждают if I'm just getting started in Palia, how do I кастомизацию. make my character? Как бы я сделал своего персонажа, если бы я Absolutely. прямо сейчас So this запустил is actually the Палию? very first experience Body that you type. do in the Body game. type. You know, once you've Нет, logged не in, мальчик, and you не can see we девочка, jump body right into type the у нас lore тут. right off the bat. Yeah, eventually we're gonna learn what this swirly pink Это purple Sims. void is. Это So Sims we're уже. already in the story. We're Ты уже actually сразу в part of the истории. story Вы is всегда that часть humans are coming истории, back to the потому что world люди of Palia возвращаются for the в first мир time in Палии thousands of впервые years. за 1000 лет. So creating your character is a Так big что part of создать that. вашего You know, like персонажа — это what kind огромная of часть human этого. do you Какого want to be? человека, Yeah, каким человеком I'm вы very хотите быть? impressed right now already with the amount of options Тут, that блин, you have. белого We took нету. a look at face shape. Это Now we're такой looking at various слегка темный. skin tones, different Да. eye colors. And Кожа. just as a personal question for me, Глаза. when I created my character in Когда я Palia, создавала I своего tended to make персонажа someone that looked Пали, a я little хотела bit like сделать me, but with some extra похоже pizzazz. немножечко на Olivia, меня. are you someone who creates a character that looks like yourself, or do you go as far from that as you can? I try to make them look as close to myself as humanly possible. Они Like пытаются if создавать a персонажей, game которые doesn't have максимально like похожи друг на copper друга. long hair, I'm like, oh, I'm already turned off for this game. So I'm glad we have so many options. Такое, обсуждать So свои many просто people can, предпочтения be able в to find создании themselves in a character персонажей. creator. Главное, чтобы можно Absolutely. было And создать Aiden, for максимально you, do похожего you на design a себя. character that looks like yourself, or do you generally go into what И она you'd like спрашивает, to ты be in a создаешь fantasy персонажа, который world? на себя You know what? похожий или I'm one of those максимально players out отдаленный there, от and I себя? know some of you out there are in this space as well, where I often make a kind of feminine character in Я часто создаю when женского I play video персонажа, когда games, играю and so I в just love игры. what options that we've been able to create there. Just so many awesome Феминит, типа, hairstyles понимаешь, to express, you know, a character just the way that you феминитивного want. персонажа. And Они speaking of не hairstyles, говорят is this a уже больше secondary мужчина, hair color женщина. that I Это see? Or нельзя you can делать. choose your primary and secondary, so you've got a two-tone going there, Olivia? Yeah, Два тона, you can have костюмчики. a secondary, primary. Your eyebrows can be a different color. And to Aiden's point, where he was saying, you know, he usually likes to create a more feminine character. Something that I think is really cool with our game is that whether you have a masculine or feminine body type, you can wear whatever clothes you want. So you can have a masculine body type and wear a dress and have a feminine voice. You can Нельзя им говорить мужчина, женщина, have a поэтому feminine они body говорят type, and wear мускулинное pants, which is тело, normal либо nowadays, but, даже не знаю, как это перевести, you know, it's really up to you, не феминистка, а how you типа want to customize your женственная. character. So really, you have options. At the У end вас of the есть опции. day, Ну, обсуждать кастомизацию, limitless ничего прям options. такого. And I assume more will be added over Бесконечно. time, as this is a living, Говорит про какие-то breathing. бесконечные It's a live service game, возможности, and но so that's смотрю, one of the great things. You know, we're shape happy about тела the нельзя options that менять. we're starting off with, but you know, Имя, this is day one from when the game first comes out. We're going to continue to add things into the future. So definitely, as players, you know, let us know what we're missing. We're excited to keep expanding this world over time. Excellent. And our character, Maddie Mush, I believe is what the name was there, is looking so надо найти cute. такой. So after Еще Maddie такую Mush is прическу. created, Хорошо, когда вы what создали comes своего next? персонажа, что продолжается? Что типа дальше? So we're going to jump right into our Мы запрыгаем introduction сразу cinematic. No small amount of drama for how you cinematic, enter the world of Palia. который нас будет So let's встречать. check that out. Yeah, we love Окей. drama. Открывающий So what are we looking at синематик. here? These are some ancient human ruins. Это It's a древние place that человеческие руины. our Majiri, which are our kind of purple-skinned elf-like race, what they call the Phoenix Shrine. I wonder how they got that name, given the statue. Получается, and нас this is нашли an эльфы, то есть archaeologist. Her name is фиолетово-кожие, And she's фиолетокожие exploring these эльфы. ruins and has Она исследовала triggered a руины, что-то magical event. включила. И это So, храм as we Феникса, can в see, котором она, there's походу, some найдет magic brewing up человека. there. There's this Сейчас найдет человеков тут. sphere coming from the heavens. Сфера из I рая. wonder what we'll see. I mean, that sphere of light looks very familiar. Maybe Yeah, we saw it at Oh. the end of Might the have seen it. character Oh, look, creator. it's Mushy Maddie. Oh my gosh, Well, it's hooray. you or me, one way or the other. Yes. But yeah, so this is your character opening their Мы eyes так for the появляемся и first time. появляемся, короче, And так seeing в this мире. world, and a very surprised archaeologist looking at them.
Olivia, do we as the player know where we've come from? I mean, just the fact that we're kind of looking at our hands makes me think maybe this is a rebirth or an awakening of sorts. Yeah, your character is a brand new person, so they somehow know how to speak, but other than that, ваш персонаж это абсолютно новый человек, но который знает, у него есть какой-то опыт, как он знает, как говорить, но он ничего не знает. Грубо говоря, как ты грубо говоря, родился сразу взрослым. Там общаются, варианты разговора есть. Oh, absolutely. So while there are many humans entering the world of Palia across the landscape, this is the first time Gina's seen someone kind of come to life right before her eyes. So you have that kind of special connection to Gina right off the bat. Короче, люди уже потихонечку возвращаются в мир, но вот это впервые, как этот археолог-эльф увидел, как появляется человек. Он заинтересовал нас, с вами какой-то connection у нас появляется. Yeah, so this is where you're doing, you know, getting adjusted to some of your basic movement. Looks like this player knows how to get their way around all right. But yeah, here's the big reveal as you go out into Kilima Valley itself. Короче, храм находился прямо возле этого, как микрофон нормально. Зельда, точно. Зельда и этот кочемучая игра, бляха-муха, гача игра китайская. Yeah, it is called Kilima Village, so the root word is similar to Kilimanjaro. I kind of just help you pronounce it there. But it's a small town. Used to be a bigger trade hub, but kind of has dried up. Sleepy little town. We've got 23 people living there, and you know. I think those like small town vibes can be really cozy, which is the feeling that we want to evoke throughout the game. Is like cozy. Там, кстати, да, есть очень много чего похожего у Геншина с Зельдой. Я бы хотела бы жить и исследовать мир, что тут типа можно делать. In going to the village, or is there something that Maddie's trying to do right now? So Gina has told Maddie that in order to kind of get their housing plot to get themselves set up, they need to talk to Ashura, the innkeeper. Ashura is kind of like the dad of the village. He used to be a war hero, but получается, она поговорила с этой эльфийкой, которая ее разбудила, и она говорила, иди поговорить типа как со старейшиной деревни. То есть они уже знают, что люди появляются, то есть мы не первый человек, который появился, но первый, который появился прямо перед этим эльфийкой. And we're about to meet him just now. Well, that's very kind of Ashura. I notice we're also walking past some other villagers. Maxwell, are you the type of player that when you first go into a game like Palia, you want to talk to all the villagers, or are you going right for the quest? I do like to quickly chat. Ты спрашиваешь, типа, ты обычно, когда играешь в похожую игру, как Palia, ты обычно идешь по квесту или прям ходишь со всеми разговариваешь? And Ashura has quite an interesting look to him. So, Ambrielle, I'm going to ask you to kind of weigh in on the character design of Ashura. Oh yeah, I think Ashura's design is really awesome. It's cool to see. He's got these tattoos. He's got a dog tag around his neck, so you can really tell what his background was like. But he's got, you know, the rolled up sleeves and the apron now. He's got a very soft expression. So yeah, you can see where he came from, but also he's a nice father figure now, like Olivia said. I love all the details of the character that you just see in the visual design. I think the art team and the animation team has done a great job. Карту показывают. А ну игру покажите, блин, на вас еще насмотримся. Карту покажите. Мне нравится, как много они говорят, но по сути говорят ни о чем, поэтому переводить нет смысла. Yeah, so we did do a quick fast forward there, so no teleporting through space in the game in quite that way. But this is your housing plot, so this is really going to be where you have so much creative control as a player, where you eventually, you know, start off with these kind of humble beginnings. It's overgrown, maybe, you know, not aspirational to start, but this is where so much of the creativity comes through. Будете начинать с таких вот мест под город, где вы сможете построить свой дом. Oh, I love that. And who are we talking to now, Olivia? This is Hodari, the miner. He's been working with Ashura to help get the housing plot set up. Он будет нам помогать создавать место под здание. Hot Dari, if you can imagine why.
It's the jawline. Они его называют горячий Дарий. But right now he's just teaching you how to use your axe and your pickaxe to help clear this plot of Обучает land. использовать кирку и топор, чтобы очистить место под... That's something he provides you with. So you're going to get the axe То and есть первый топор и the pickaxe you see on your первый tool кирку wheel down тебе дают there. сразу. Я так понимаю, дальше надо будет их крафтить. Okay, and it looks like maybe we're clearing some space before we craft our tent. And for me, when I jump into a world like this, I'll clear just as much as I need to. But it looks like Maddie has cleared a whole plot. Aiden, what type of player are you? Clear the minimum or clear it all? You know, you start off with this space inside of the fence, and I always feel inclined to just kind of tidy up a little bit before I jump back into the quest, you know? So I can really empathize with this player here, so. I get it. Olivia, do you clear the full plot, or are you going right for placing the tent? I go right for the minimum. In fact, sometimes I'll build the tent and realize I don't have a place to place it, and so I have to go back and just like clear a few things, and I take more time trying to do less work than I would if I just cleared a bunch from the beginning. This is really cool what we're seeing here. So you just saw a glimpse of the grid, and so as soon as you like take an item that can be placed, как вы берете предмет, который можете что-то поставить, вас переводит в режим строительства. Вы можете поворачивать что-нибудь. You can even hide the grid and place things precisely exactly where you want them. Oh, I love that. I also loved the various rotation options. I mean, it's not just 90-degree angles. You can really get in there and make it fancy if you want to. So it looks like Maddie has made a workbench and has started crafting. And what is Maddie working on now? Вроде он не планируется на старте. Там у Чипикса видосик есть на эту тему, вроде как его не будет, может быть потом будет. Точно инфы по этому вроде. Опа, прикольно. А как это? That's lovely. And I see a new interface that we're looking at right now. What is this point of view? Окей, дом, то есть мы берем из каких-то вариантов, которые мы будем строить, на стены ставить. Учи English, да, English полезный. What's the best way to customize? You want to get a different look at things? Trying to give you options. And I love that you said for really large items, we are able to start Palia with a pretty large tent. It's kind of surprisingly large, isn't it? You're like, oh, I think I could actually put stuff up in here. You know, wanted to give you some space where you can actually. Я единственное, что могу сказать насчет English, это то, что самое классное — это смотреть фильмы в оригинале, если на английском, да, в принципе, вообще на любом языке, но раз мы хотя бы говорим за английский, то хотя бы на английском, потому что игра актеров передается через вот язык, ты их лично слышишь намного лучше, чем в переводе. Хотя иногда наоборот, иногда переводчики делают лучше работу, чем актер. Ну, переводчик, актер озвучки. Okay, so after you're done with the tutorial, you're able to just kind of После того, как вы закончили с обучением, вы можете вернуться в экшен и пойти, короче, в город и заняться какими-то другими занятиями. Мы видим на компасе, что есть квесты, которые раздают разные неписи. Доставщик. That the humans are back as the most exciting thing to ever happen to him, because you know he's just this little boy who lives in a small town and dreams of doing big things. Now it looks like we're going back over to the inn. Reth is the cook who works at the inn, and you can buy food from him. You can also go over and chat with him. He is one of our romanceable characters. Есть языки, которые не популярны, невыгодные для того, чтобы в мире 130 или если не больше языков, насколько я помню, если не брать в расчет диалекты. Или 200, не помню, конечно, до хера. И типа они ж не на все это переводят. Самые основные, самые популярные, типа английский, испанский, мандарин. Ну, французский даже, да. Французы просто не хотят учить английский, насколько я знаю.
I think is a lot of folks stream. So what else? Итальянский я даже не знаю, итальянский я не видел итальянского. Oh no, it's hard to keep up. I mean, we're running by all these activities, and you know. Пробегаем через все активности, чем она сейчас будет заниматься. Что она делает? Она. While we have main quest lines that you can be chasing after, Что? it's also one of those games Это where такая охота на бабочек. game puts the main story in front of you, and half the players just go left and keep running that way, and you know really the choice is up to you. We really want to Я make думал, a это game будет, you с can play the очком. way that you wanted to Надо play. будет делать. But of course, Это какой-то, skills are a короче, big part мешочек, of that, который no ты matter where кидаешь, you go. и And so бабочка, it looks like we're doing a little типа одна insect catching звездочная here звезда. to get started. Занимаемся. Это квест какой? Catching, very nice. Now, would we be catching insects мимо. because they have Ага, a мешочков worth in this ограниченное world, количество. or are we using it as a crafting component, maybe? You know, we get into a little of each there, but definitely they're valued by some people out in the world of Palia, and there are, of course, more common ones, more rare ones, so you're going to have to search high and low across different times a day to really try and find and complete a collection. Awesome. So bug catching is definitely something we can do in this world. I kind of saw there your menu for switching back and forth. Is that between different skills? Absolutely. So that wheel allows you to really quickly just switch what equipment you have on. You'll find very frequently in Palia, you might start with a particular mission that you давайте будем каждый день заниматься тем, кто хочет заниматься. So many other activities that just pop up all around you, and so we really needed a way for the players to kind of hot switch between вообще, я бы хотел those еще выучить какие-нибудь as you go, as different opportunities популярные языки по типу испанского мандарина, но не очень сильно. Французский вот минимум я хочу, допустим, учить. Но я знаю, допустим, что испанский и мандарин максимально полезны были бы для изучения. Yeah, we're at the docks. Личное желание японский поучить. Это такое. Фишинг. Окей, значит, мы, получается, занимаемся рыбалкой прямо вот из таких пулов. Ну, знакомая, короче, обычная система, все как обычно. I think it feels a lot like fishing, and it's not as frustratingly hard as some fishing mini games are. Розмовляти на любій мові. If you wanna talk English. But you're just if you kind wanna talk Russian, if you wanna talk trying to line that little parenthesis up with the fish. We call it the safe zone internally. You know, that's one of those things. I'm like, the player base will think of a name, and no matter what we call it, it'll stick whatever they decide it is. So. I'm a writer, so there we go. Ну, вот испанский, насколько я знаю, второе место популярности в мире. Я просто не думаю, что мандарин типа популярный язык в мире, потому что носителей языков просто много, а тех, кто именно изучает, не очень много по отношению с английским. То есть в английском там носителей языка меньше, раза в 3, чем людей, которые не носители языка общаются на английском. А испанский, он что-то вот посередине. Как бы и носителей много, и люди, которые изучают испанский, много. Поэтому он второе место в мире вроде как занимает. Ну, я могу врать на этот счет. Второе, третье. Топ-5 вот это мандарин, испанский, английский. Вот они точно в топ-5 входят. But we'll move on. It looks like Maddie is running around outside, maybe doing a little bit more insect catching. Are there other things we can... Oh, I see a shiny. There we go. I just answered my own question. What are we collecting at this point? This is a sundrop lily, which is Есть вариант в плане того, что у тебя нет возможности просто, да. Ты не можешь просто играть в игру или смотреть фильм, не зная языка. Было бы странно, если бы каждая страна делала бы просто под свой язык игры и фильмы. Хотя, с другой стороны, вот фильмы в Европе крутят только на языке оригинала с субтитрами той страны, в которой крутят фильм. С одной стороны, как бы окей, но комфортнее было бы, если бы его переозвучивали. Так, интерфейс мы изучаем внизу. То есть, получается, у нас от 1 до 8 хоткей, так сказать. Ну, там есть как-то два варианта. Ага, можно это кастомизировать, количество горячих кнопок. То есть можно сделать больше. Which you can see our bar at the top for kind of keeping track of what your focus bar is. And otherwise, it's just a way to keep track of what you have and if your inventory is starting to get too full. Okay, perfect. And I see here in this player menu, we're looking at skill levels. We've got our tools, we've got some of those items there. What should players be really paying attention to when they look at that такой популярный из всех славянских языков. И, грубо говоря, человек, который никогда его не изучал, поймет искусственный славянский язык. Не помню, как он называется. Прикольная тоже штука.
Типа для вот Восточной Европы это был бы понятный язык, то есть поляки бы понимали бы русский, украинцы, белорусы, вот все. Там типа позаимствованные слова из всех языков славянских. Не помню, как она называется, честно, просто. Короче, персонаж у нас тут занимается... О, сейчас покажет охоту. Давай. Единственное, где можно кого-то убить. Это нету шкалы здоровья нигде. Еще убьет с одной стрелы, или надо будет больше потратить? С одной стрелы. Она не умирает и превращается сразу в этот... в бочку. То есть у нас есть два акшн-бара, 1-2, но он сказал, что можно кастомизировать. Не знаю, насколько можно, типа, чтобы типа сразу два этих бара было или просто. То есть мы это все можем продавать, чтобы золото зарабатывать, или можно попросить других игроков что-нибудь с этим сделать. Есть, короче, куча квестов, которые будут вас тренировать, ну, то есть с тем, что как в жизни в Пали, то есть помимо того, что у нас тут сторителлинг, квесты сюжетные, у нас квесты, которые нас знакомят с механиками и особенностями игры. И как учить какие-то способности. So you can see we've kind of fast-forwarded in time again here a bit, and we've got a, reasonably progressed house, something aspirational. We've definitely moved beyond the tent phase here. And again, we're kind of jumping between those different понимаешь, если бы в Украине не было сильно популярно, как и во многих СНГ странах, пиратство игр, а именно много людей покупали бы игры из Украины официально, тогда бы это было бы выгодно для разработчиков, потому что в первую очередь это же бизнес. Ты же не будешь, только ради какой-то эстетики или, не знаю, чего там делать что-то, чтобы тебе не выгодно. Я вот лично не пирачу с 11, по-моему, лет, 12, что-то такое, типа, откладывал, если я хочу поиграть в какую-то игру, обязательно, типа, откладываю. Единственное, вот за все эти сколько лет прошло? Мне уже сколько? Мне уже 28 будет. 15, 16, 17 лет? Боже, почти 18 лет не пирачу. Один раз запиратил, только потому что я очень сомневался насчет игры, вообще не доверял, не хотел, не знал, чисто попробовать. Это был Kingdom Comes Delivery. Вот это последняя игра, которую я когда-либо запиратил. Только чтобы попробовать, посмотреть и понять, что все-таки да, она мне не зашла. Не моя игра была. Ага. То есть тут можно перерабатывать камень и дерево. Это апгрейд на дом. Ага, это не переработка, то есть получается это апгрейд. И дом становится лучше. То есть, я думаю, тут можно будет как хочешь, типа, дом строить. Оказывается, типа, как кастомизировать? Что-то, объясните мне. Вот у вас получается дом, вот у вас готовый, в обязательном порядке, но вы можете кастомизировать его, вот какие-то соединения, этажи, проходы, окна, вот картины, еще что-то. Короче, можно кастомизировать дом. Да, типа из палатки уже такой особнячок. Что она сделала? Что она нажала? По-моему, она расширила. Посмотри, что там внутри в доме. Сейчас опции интерьера они обсуждают и будут говорить, что тут можно, как сделать. Она окно другое поставила, понял. So they have some of our more chase furniture items. Ambriel, maybe you could talk a little bit more about that. Смотрю, тут очень много в начале опций, тут у нас 3 кровати строят. Вон там у него таланты создания мебели прокачалось. То есть там показывается, отображается, что ты можешь делать и на что у тебя уже хватает ресурсов, чтобы сделать. Магия в этом мире табу практически. Если хотите какие-то магические или дорогие вещи, надо что?
Темный рынок, короче, черный рынок. То есть там можно что-то с магией. То есть, получается, магия в этом мире существует, но она как бы незаконная, что ли. My lovely baby. Но сейчас хотя бы начали добавлять в игры. Хотелось бы еще и озвучку, но походу мало кто озвучивает еще на... Ну да, это надо нанимать, находить людей все-таки. Это рынок, я думаю, в Штатах, там, в Европе мало где есть такие студии украинской озвучки. Профессиональные именно. Ну, думаю, будет потихоньку. Это здесь, опять же, просто ждать предложений. Будем покупать игры, будет озвучивать. Они хотят заинтересовать рынок, который платит. Английский, испанский, французский — это деньги. Мандарин. Ну, кстати, с китайцами тут вопрос такой. Типа, они не жалеют деньги на игры, будь то купить игру или донатить что-то, но они, сука, читеры. Декорация разная, вот можно ставить. Можно выбрать предмет и посмотреть как-нибудь, как вот покрутить. Ага, но можно посмотреть с вида сверху, как-нибудь что-нибудь поставить. Сейчас кровать поставит. Да, угадал. Как приглашать друзей в дом. Как вы хотите, чтобы приходили или не приходили друзья в ваш дом? Разрешение — это большое дело. То есть у вас есть меню, в котором можете включать разрешение каким-то игрокам приходить к вашему дому. По дефолту приглашенные люди там минимальное что-то активности могут делать, но вы можете это менять, допустим, и, грубо говоря, можно вместе жить в одном доме, там, разрешить другу все, что хочешь делать. Тут треба то озвучки, знайти або навчити треба часто. Ну да. Словацкую знаешь? Я, кстати, даже не пробовал. Говорят, что выучить достаточно просто язык. Мову словацкую. Но у меня с детства, не знаю, кто мне эту идею вбил в голову или как, что, откуда. У меня такой страх, что как будто бы если бы я начал учить другой язык, то я бы изничтожил знание английского. Ну, думаю, это такой фейк. То есть, получается, она спрашивает, если тут какой-то ПВП, может ли кто-то прийти и уничтожить мой дом? Нет, нельзя. Можно, типа, только давать разрешение там своим друзьям, чтобы они могли там передвигать предметы и вещи в вашем доме. Да, то есть, короче, никакого гриффинга, все уютно. Ну да, короче, люди, которые любят заниматься вот уютным кастомизацией своего дома, они будут максимально довольны. Здесь можно, ну, практически все, что вот вам в голову приходит, как хочешь поставить. То есть можно приглашать людей к себе в дом. Она говорит, точно больше 2. Ага, садоводство. Что у нас есть по садоводству? Кстати, вот тоже интересное занятие, которое можно будет заниматься, чтобы зарабатывать золото. Сначала мы ставим место для садоводства, и потом вам надо будет ворота. Надо будет пройтись вот как, короче, по всем точечкам, чтобы можно было что-то посадить. And a cool thing about if you rotate your crops like that is you actually can get buffs from like мои улюбленные огороды почему-то показывать. Это у нас огород, да? Ферма, как это, блин, счастливая ферма. Но мне интересно, какие тут вообще все активности, какие существуют, нам расскажут сегодня или нет, не знаю, посмотрим.
Короче, нас спрашивают, есть какие-то определенные вещи, как правильно что-то садить, чтобы получать какие-то бонусы, или самому находить? Он говорит, типа, если вы нажмете G, тогда вы сможете видеть бафы, которые там поставят, такие семена у нас в инвентаре, в инвентаре. Okay, great. And I see the bars as we're planting seeds. I saw the bars above that. Немножечко What is that менюшечка лагает, showing она us? выбирает. That's the watering. So here we То есть go. там появляется Maddie's gonna место get some water in her watering can and then hop on over с and тем, make что sure надо that поливать the цветы. У plants нас are бар well появляется watered над этим. and ready to grow. Куча у нее дверей, Well taken конечно. care of. The seeds will not grow if the soil is not watered. This is perfect. So is this done one square at a time? Is there a way to kind of water multiple, or is that getting into spoiler territory and we shouldn't talk about that today? I think we could talk about it. Спрашивают, можно только так по одному поливать, или можно будет как-то сразу много поливать? Изначально мы хотим вас обучить самым простым инструментам, чтобы вы научились каким-то способностям. Вначале, когда вы крафт вы будете поднимать высшего уровня, у вас будет появляться лучшая лейка, и потом, которая будет помогать вам лучше все это. Что вот прокачиваете какие-то свои способности по садоводству, и будет у вас больше возможности создавать больше зоны для садоводства. То есть есть какое-то ограничение. И чем больше вы качаетесь, тем больше у вас будет возможности, будет улучшаться ваша лейка, и, возможно, какая-то автоматическая система будет поливания, например. То есть сначала все собрать. Семена можно купить в магазине, если они появляются после того, как вы тоже их собираете. Томаты, как его там, помидоры, например, не надо пересаживать, они остаются на месте, но все равно появляется у вас иногда шанс появиться семенам, чтобы можно было посадить еще помидоры. Но есть, допустим, те, которые надо вот собрать и снова посадить, например, как морковка. О, это что? Ягоды. Экзамен. Яблоко. О, яблоко занимает прям целый этот яблоня. Целый слот. Там где-то могло появиться раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 этих квадратиков, туда только одно яблоня появилось. Ящик, в который потом все складываете. А что у нас стрелочкой вверх? Что это значит? Oh, absolutely. It would be hard to understate the impact of the alpha phase that we've been in. We've done multiple external playtests through that. Говорят про тесты, про фидбэк, который они получили от игроков. То, что мы на это обращаем очень много внимания. Благодарить всех, кто залетал на тесты. You know, we've just been developing this arm and getting adjusted to having players be part of the experience, and this is something that's going to continue as we go into the beta phase. That's awesome. Thank you, everyone. Ambriel, because we didn't Ничего важного. Благодарить всех и всех, кто не попал на тесты, говорит, не волноваться, мы только работаем над этим. I mean, we talked about how you don't have to replant tomatoes, and that's really nice. I think you've got to have a good variety to do a little bit of понравилось, что не надо пересаживать It's fun because if you want your garden to be super aesthetic, you can plant whatever you want, and you're not going to get any downsides. There's no harm in just planting all tomatoes if you think that looks beautiful. But yeah, mixing and matching gives you some fun bonuses. Perfect. So whether you're going for beauty or min-maxing or a little bit of both, you'll be all set. Мид-максинг. Короче, чем бы вы ни занимались, красотой своего огорода или мид-максом своего огорода, вы все равно получите максимальный импакт от этого. Посмотрим еще на селян, горожан. Зеки. Зеки, блядь. This is Zeki. He is a Grimulkin. The Grimulkins are cats from outer space. They're like libertarian space pirates. And территория космических пиратов, что? In addition to the regular store, Zeki also runs the Kilima branch of the Grimulkin Underground, and that's where you can get
Пообщаться с Зеки. Что-то у него можно покупать. Он, короче, может продать вам какой-то хай-тек, потому что он все-таки из космоса. Какую-нибудь технологию ты можете продать, которой на Пале в мире нету обычно. Ну и то, что продает, то, что может быть доступно из маленьких городов, деревень. С ним отношения он можно строить. Что-то еще можно достать из-под земли. Типа, это, наверное, имеет в виду, что типа он может достать все что угодно из-под земли. Почему некоторые предметы могут быть underground? Это имеется в виду, типа, не совсем знакомые. Магия в Пале табу. Потому что что-то она говорит про цивилизацию людей, которая была уничтожена. Видимо, что-то связано было с магией. Видимо, магия опасна. Заки, он против регуляции. Он такой, Заки такой черный рынок. Немножко не совсем добренький кот. Этот кот зэк. Буквально зэк, короче. Тинейджер-бунтарь, который какой-то магазин тоже. Но ей скучно, что она не хочет тут работать. Ага, там сердечко было, там можно с ней... А Заки нельзя было. Заки не хочет иметь отношения. Kenyatta also a romanceable option? I have to ask. Her style is so cool. She is, and she has a very fun. Тут получается несколько романтических персонажей, с которыми можно завести роман. She exists in the world as the mayor's daughter. Ага, она дочь мэра, получается. Ну, тут, получается, есть персонажи, у которых есть свои истории, с которыми будем знакомиться, изучать их, там можно будет с ними общаться, дружить, заводить романсы и так далее. Ее отец, типа... робот. I love that. Well, Ambrielle, I'm going to pick your brain on Kenyatta's look in just a bit later on in the stream, because her style is so cool. And now we're looking at Olivia, who I said you had said earlier might be one of your favorite characters. Прям Пиньята, это персонаж какой-то. Это ее любимый персонаж. Айнар — это Голдер. Голдер — это что, добытчик золота, что ли? Это робот, который сделан древними людьми, и он тут уже тысячами лет тусит. Они были запрограммированы на Oneness. Единственная вещь в мире, которая делает их счастливыми. Этот любит заниматься рыбалкой. Есть... получается, у них есть, у этих роботов какая-то одна программа, которая делает их счастливыми. Ну, не программа, не знаю, как... Что-то их делает счастливыми. То есть один любит рыбачить, другой любит помогать людям и так далее. Голдеры, так роботов называют. Если хочешь. Некоторые любят, допустим, строить дома, но они какие-то занимаются ерундой по типу складывать камни друг на друга и смотреть, как они падают, и это заставляет их чувствовать себя счастливыми. По-разному есть, короче, те роботы, с которыми можно пообщаться, понять, что им нравится. Я так понимаю. С ним тоже можно роман занимать. Он робот. Говорят, что лор с этим концептом интересно. Блять, как он рыбачит, интересно. Видимо, что тут будет какой-то интересный лор. Что тут прям вот завязано лором вокруг персонажа, вокруг мира и изучения мира. Хорошо, если у нас есть деревенщина, с которой можно романом, как мне стать другом с кем-нибудь? Ага, он твои отношения с ними. Есть несколько путей дружбу получить. С кем-то у тебя какой-то уровень дружбы. То есть, получается, есть уровень дружбы, а с некоторыми есть варианты романа. Уровень романа. Хорошо, я для ладно. Можно давать им подарки каждый день реального времени. Раз в день, почти можно подарки давать, чтобы поднимать дружбу с вами, с ними. Они что-то открывают. С ними можно поговорить или поговорить с их друзьями, чтобы узнать, что они на этой неделе хотят.
Genesis nervous about getting to know you. Ага, получается, они тебе могут подсказывать, что, где, кто хочет из их друзей, что, какие у них желания, чего они боятся, чего они там, за что переживают. Получается, это звучит как живущее, ну, по-настоящему живое сообщество, в котором можно общаться. Типа спрашивают, вы хотели бы фокусироваться на общении или в своем там огороде, например? Ну, это нас спрашивают их мнение, как бы они подходили к игре. Норма лучший друг. Понятно. Она бы сосредоточилась на доме. Я хотел бы на путешествиях. Исследование путешествия, покажите. Weekly once. Что-то он хочет, но мы знаем что, но можно узнать. Еженедельное желание. Можно какие-то каждый день подарок давать. Еженедельно какие-то тоже что-то, что они хотят каждую неделю. И какие-то подсказки от сообщений, что кто о чем думает. Можно у друзей их узнавать, что. Ага, то есть, чтобы открыть романтическую линию, надо открыть на третьем уровне друга. То есть на третьем уровне друга открывается опция романс. And you can always see that on the UI, you know, which ones have the romance option that you can unlock. So if you want to check, you know, definitely an easy Если spot. хотите узнать, с какими все можно... Говорит, то есть, получается, некоторые персонажи, у которых нет еще романтической этой шкалы, она может открыться, но вы не знаете просто об этом. Но есть тех, у которых она сразу. Если вы знаете, вы прокачаете до третьего уровня дружбы, тогда открывается романтическая опция. Is kind of like the early courting stage. So you're allowed to romance as many people in that stage as you want. На каком-то уровне общения можно будет заводить роман со всеми подряд, но потом вам могут дать тебе какую-то прищепку, которая типа означает, что типа они тебе очень-очень нравятся. И тогда это будет замечать другие персонажи, и они будут типа делать комплименты насчет того, что типа вот ты нравишься тому-то персонажу. Ну хорошо, это очень интересно. Задание. Какой-то романс-квест. Yeah, so we're jumping into a quest a little bit into the game now where the player, as they've been exploring kind of these ancient ruins, has come upon a bit of a barrier for themselves. Получается, они сейчас отправятся на квест, когда они где-то в руинах, они нашли какой-то барьер для себя. И тут какой-то археолог Недуба. Он на дочь рудокопа. She is kind of a shy teenager, and she's an inventor. But a lot of her inventions are kind of dangerous, so her dad doesn't really like her. Характер персонажа и чем она занимается, типа, потому что она стеснительная, но она еще и инженер. Она создала глайдер. Она археолог, который предложит тебе создать глайдер. Ага, получается, он тебя научит использовать глайдер. Отправляемся в геймплей, отправимся искать материалы для глайдера. If you will. Keeper of the because Glide. It was her invention. Got it. So that's she's the only one. Это ее изобретение, поэтому она знает, как их делать, и она вас учит их делать. So Maddie is now gathering the resources. Собирает ресурсы для того, чтобы создать глайдер. And then where do we go from there, Maxwell? Yeah, so looks like we're gonna do it the hard way and manually go through, chop some trees. We need to get some leather, so that means we're gonna have to do a little bit of hunting. And then lastly get some fabric, which we can grow cotton at the home plot. So we're collecting everything we can here, and I think once we get that, видимо, он говорит, типа, это тяжелый способ самому их собрать, видимо, их можно купить где-то, либо, ну, скорее всего, ресурсы можно купить. Но он не уточнял, он сказал, что просто вот, мы взяли такой подход. Вот, она тоже сейчас спрашивает.
Как бы ты это сделал? Ты бы... hate growing cotton myself, so I tend to just buy it from Tish's Да, shop. да, он говорит, можно купить просто. And jump straight ahead and Ресурсы можно было бы купить, и просто сразу бы залететь и сделать этот квест, создать глайдер. Yeah, so a number of our NPCs or Некоторые из villagers run shops, NPC and we try to make sure владеют that players always магазинами, have и мы хотим an убедиться, option что available to them у if they игроков don't всегда want to есть engage in a particular system. возможность купить что-то, если они не хотят заниматься какой-то отдельной системой. Он говорит, я, допустим, я бы не хотел сам выращивать хлопок, поэтому я бы лучше бы пошел бы и купил бы у торговца. То есть есть варианты различные для этого. Да, вон хлопок надо, потом надо переработать, прикольно. Крафт, переработка досок, дерева в доски. Ну хорошо, да, то есть мы берем сырой какой-то ресурс, можем его перерабатывать. Ой, что это так долго, минута. Минута на одну доску. Вот, а как-то кожу можно перерабатывать. А хлопок он сразу, или хлопок тоже нужно перерабатывать? Ой, что у меня интернет упал? Раз. Непонятно, сейчас, одну Yeah, so a секунду. player over time will acquire a number of autocrafters Тут все есть, тут in все various идет. skills to На help телеке у them, меня you know, что-то refine the raw materials they какие. collect out in the world and turn it into, you know, higher tier objects that they Я can, просто на телеке you know, make слежу за furniture стримом, потому with, что у меня, к or сожалению, we второго saw монитора earlier, на like данный adding момент. that addition to the house, which Да и некуда его было requires you бы to get поставить. the planks created. Yeah, that's a lot of resources, I would Да, они imagine. по одному ресурсу сразу So перерабатывают. we've got a bunch of things going at the same time Всё, нам here. We перемотали. finally Окей. have everything we need Одну to make доску. this glider. We have a couple steps left. Минуту. I think we just have to get all the items back to Najuma so that she can put it together. Yeah, it looks like we skipped ahead here. All the autocrafters work on a real-time system, so Okay. there is a little bit of time once you put your stuff in there that you'll have Все to wait. автоматические You know what, I крафтеры like that работают because в there's реальном so much to времени. do in Palia that if I have to wait 5 minutes for leather, then that means I can go out and catch some Типа, если мне insects пришлось or бы do ждать some 5 минут hunting для or, пока you know, put some кожа time into another перерабатывается, у меня, skill слава that I богу, что may есть not have типа, had the множество time to вариантов, invest что in можно before. сделать. So I feel like it's really encouraging Поэтому a really mixed gameplay пока она что-то там experience, yeah? перерабатывает, я могу пойти заняться чем-то еще. Maybe want to take a break at a И вот time. сейчас You глайдер, can она... load up your autocrafters, take the break, come back, and things will be ready for you. I mean, bio breaks, come on. Who needs that? Who needs that? All right, we're back to Najuma now. We've got all the supplies. So now Все, мы Najuma получили is все going to assemble ресурсы, и this forest. сейчас You said this is Najuma something you need to покажет craft on нам, the как workbench? создать Yeah, so глайдер. the things that you craft in the workbench are things that you can craft an infinite number of times. The glider you only craft once. So То есть Najuma does it for you. большинство вещей That's awesome. можно All right, крафтить now до you бесконечности, talked но about maybe глайдер fishing or только playing один раз. together. То I есть certainly want to достаточно play with одного my глайдера. friends in multiplayer. Can we talk about how multiplayer works within Сейчас нам Palia? расскажут про Andrea. мультиплеер, наконец-то. Yeah, there's tons of things that you can do Есть in множество Palia вещей, with your которые вы friends, and можете most of заниматься them в are Пале better со своими for it. друзьями, некоторые All of the даже skills лучше that we для looked at этого. previously have some bonuses for Вот можно buddying up, вместе like we're seeing срубить here. дерево вдвоем быстрее. Okay, so we're buddying up and doing it together. And do we share the resources? Видимо, когда у вас that we're опыт gathering повышается here? Is there a shared с loot system? How лесорубством, does то нам that можно work? быстрее срубить Yeah, дерево. so anytime you're playing Кирка. with friends or even just random folks in the world, as long Когда мы играем as с людьми, you с друзьями или participate in the рандомными людьми, activity, пока we мы want to make sure занимаемся everyone какой-то gets the активностью, same все kind of rewards. получают So, одну и ту же we've got награду. two players here that are Два chopping a игрока, tree. которые Both of them срубают дерево, receive a и loot каждый pile that they can получает pick up отдельный and лут. То есть, acquire. получается, And нету that тут holds такого true гонка за across лутом. all of our У various каждого skills. So we индивидуальный really лут. want to Если make вот sure вы players вместе don't рубили feel like дерево, they то вы are вместе kind получите. of Если taking не away рубили, то не from получите. another player, Great. То есть and у allow them других to игроков join up нельзя in забрать, надо Great, вместе that makes sense. просто And I think I'm seeing сосредоточиться, и now можно that будет Taylor вместе and Nadia are собирать teamed up here, ресурсы they're вместе. chopping down these trees twice as fast. So То is есть there a максимально world where I антитоксичная could get система, 5 or чтобы не 6 было чувака, friends который бегает, together собирает to все. really just go through a whole area and we're all getting the loot? So it's just like a great А way вместе to мы get lots of loot. пройдем Definitely через всю зону и possible. получим... Some of our players Ой, там что-то have, залагало, do what they анимация. call deforestation Верхняя часть efforts двигалась, on нижняя the застряла. map, where they'll group together and try to clear out a zone. We also have a Вот, couple она собрала, и вот opportunities where we грибок really отдельно want она you могла to бы join тоже with some собрать. friends. So you may see Рыбалка. certain trees out in the wilderness that you're going to need to partner up to really Некоторые stick out. деревья можно Oh, срубить wow, только like с just like другими a игроками. really massive tree.
Какие-то огромные деревья или магические деревья. Никаких спойлеров. Is there Теперь они more to рыбачат. fishing together than just having really great conversations, or is it, you know, kind of like being away from the keyboard where you're fishing with a friend over, you know, over a drink or something like that? Yeah, so as long as you fish near another player, you actually both start to receive a little bit of a buff while playing. Когда вы занимаетесь рыболовством возле возле игрока, вы получаете какой-то баф. And you're able to walk up to them, you can give them a little bit of encouragement to help save them in that moment and help them catch that fish. And it's a really great, like, lovable moment that people can do together. То есть можно вместе рыбачить выгоднее, потому что вы получаете баф. Можно поддержать какого-то игрока, чтобы вместе можно было поддерживать какого-то игрока, тоже какой-то баф получать, которому было бы проще поймать рыбу. Я хочу собрать целый отряд людей, которые будут за меня болеть. Ambrielle, have you had any experience with the cheering on friends in fishing? Oh yeah, especially like we've been talking about, the minigame is a little tricky to get the hang of because it's not super simple, and once you get in there, it's definitely approachable. Есть какие-то мини-игры, которые надо будет more rare fish, the ones with stars, they're pretty hard to catch, and so it's always great to Есть рыбы, которые более рарные, редкие, с большим количеством звезд, которые гораздо сложнее поймать, и поэтому лучше, чтобы с тобой были какие-то друзья, которые будут вас поддерживать, это вам поможет поймать. Just a little random act of kindness to bring positivity to someone's day. I'm here for it. So можно подходить, поддерживать какого-то игрока, чтобы ему было проще поймать рыбу. Do you think it's safe to say that, you know, Palia can be made even better with friends, if you will? It's fun single player. Безопасно ли это сказать, что эта игра интересная в соло, но с друзьями гораздо интереснее? Да, это наша основная философия. Мы хотим, чтобы вы что-то сами занимались, но хотим, чтобы вы вместе с другими игроками занимались этим тоже. То есть как бы никто вас не запрещает соло играть, но с друзьями было бы гораздо лучше и интереснее. То есть как бы в любом случае хорошо найти союзников. Hey, I've got a honey lure. Anyone want to join up and we'll catch some insects? And so anyone can come in and start to, you know, jump into this party where you can see in the screen. Можно, видимо, пати собирать, которые... And they can also combo if, you know, one of the rare insects show up вот у меня есть этот предмет, это, короче, он заманивает насекомых. Типа, давайте их вместе половим. Yeah, so as long as you try to throw your smoke bomb at one of the insects и все могут проходить, если вы кидаете эту бомбочку, которую поймать, типа если вы занимаетесь этой ловлей, то есть вы автоматически становитесь как участником, и все получают какие-то бонусы. Разные виды дымовых бомб, которые помогают вам. Ага, видите, тут пришлось 2 раза попасть, поэтому бам-бам, они вдвоем стреляли одновременно, поэтому быстро убили оленя. То есть, когда вы занимаетесь какими-то вещами вместе с другими игроками, вы получаете те или иные бонусы. Если у вас... Хитбокс достаточно простительный, можете брать с собой людей, которые лучше вас стреляют. Некоторые существа больше одного выстрела, чтобы убить, требуют. Некоторые даже больше 2 выстрелов. Они даже не умирают, они так чисто пуф. Вместе можно поливать. Короче, вот все, чем можно заниматься в соло. Если вы занимаетесь в пати, то это приносит бонусы. Вы всегда можете присоединиться к дому вашего друга и помочь ему заниматься и с удовольствием.
But I assume that it's not the same style of shared loot when it comes to harvesting, because you don't want everyone to come and harvest all your crops. Yeah, this is one instance where you'll get the items yourself. Your friend isn't going to be able to steal your garden crops from you, as funny as that might be with some close friends. То есть ваши друзья не смогут у вас украсть огород, и вы, потому что вы получаете лут себе. Я вот не понял, имеется в виду, что типа друг может как бы собрать для себя, а вы для себя. То есть, ну, у вас украсть, грубо говоря, никто ничего не может, даже друзья. Хорошо. А, вот, типа, вот так вот можно стоять, похлопать, и тогда побафает кого-то, кто рыбачит. О, теперь кулинария. Ингредиенты, можно сделать какое-то блюдо. Какие преимущества готовки? Focus points. It's a skill that we really wanted to focus on multiplayer gameplay in particular, and so sort of like real world cooking. Скилл, в котором мы хотим сфокусироваться в мультиплеере. То есть вместе удобнее будет заниматься готовкой, потому что можно вот выбрать какой-то рецепт, и можете вместе вот на разных станциях заниматься разными активностями. Вот он будет резать, она будет там жарить, а кто-то будет что-то там еще что-то порежет. Ну тут у него, видишь, надо порезать раз, два, три, четыре различных ингредиента. А тут надо пожарить. Вот он порезал грибы, и теперь она может их пожарить. И она его жарит, пока он режет что-то другое. Мимо. We see players often make a beautiful spread on their tables of their cooking activities. Are there any particular perks or buffs or anything that you would get from a higher star quality meal? Yeah, so какие-то бафы можно будет получать от каких-то крутых блюд. Фокус. Вот сейчас объясню, что такое фокус. Фокус помогает со всеми вашей прогрессией в игре. И каждый раз, когда вы повышаете уровень каких-то способностей, когда вы получаете фокус, вы получаете бонус к опыту. Так что, если вы хотите что-то гриндить, держите свой фокус близко к максимальному или максимально, чтобы получать максимальный опыт в ваших скиллах различных. Выживание, механика выживания. Ну да, типа это не настоящее, ну типа тут нету элемента выживания, вам не надо типа есть и пить, просто чтобы вы кушаете, вы получаете фокус и награждаетесь. Вас никто не будет наказывать, потому что не будете делать какую-то оптимальную вещь. Just like in real life. I love a good snack before I go out, and in fact, had one today. All right. Слушай, никаких штрафов не будет, ну, просто, типа, если хотите максимальный опыт от ваших этих активностей, то вам нужен шкалу фокуса держать на максимуме. Опа, шоп. Магазин, точнее, этот тейлер, как он там будет на русском. And we're checking out all of the different options that we have. So we saw Чекаем at the very beginning when we looked in Character Creator, there's a bunch of different options для создания вещей. То есть в самом начале есть какой-то пул вещей, которые доступны сначала, и в вашем доме можно будет сделать шкаф, в котором будут доступны разные ваши костюмы. А тут, получается, можно стричься, он какие-нибудь очечи. Премиальные опции. Не знаю, что она имеет в виду под премиальными, она не уточнила. Шляп какие-то. Ты покупаешь за золото, видимо, которое ты фармишь. Но он, я вижу, магазин, видимо... Блестящие рога. Это именно шапка, что там, парик. Какие валюты есть в мире Palia? За что мы торгуем? Этот магазин, в котором вы используете валюту реального мира, это премиальный магазин. Все, вот это, пожалуйста, донат шоп. Can you buy the mayor's jacket? То есть это куртка мэра. То есть это премиальный шоп.
Very nice. And what is this that we're looking at right now? That looks comfy. Yeah, we have to pause on this one. This is a super comfortable look. This is always what I like to be wearing at my housing plot. I like to have different outfits for every occasion. Что они обсуждают вещи, которые смотрят, но это премиальный шоп. Они, к сожалению, из-за этой штуки не видно, что она там стоит. And do this stream, we should all be wearing that onesie. That would be perfect. I love it. I'm down. That's it. We have it. And oh my goodness, is that a musical instrument? Maxwell, what is that? Or can we play guitar in Palia? That was the Можно ли играть на гитаре в Palia? Ну, это кастомизация. Обсуждает шмотки, растягивает стрим. О, вот это, кстати, шмотка, которая будет доступна при том, что ваши рефералы регистрируют по вашей ссылке в игру. So I love that we have a look for that. Now, all of the looks that we're seeing right now, are these things players can expect to see during Palia's beta? Yeah, absolutely. Будут ли доступны эти шмотки на бете? Да, это будет доступно на бете и еще несколько опций. Мы будем постоянно видеть различные опции, то есть они будут добавлять какие-то кастомизации в игру на регулярной основе. Какую фантазию бы вы хотели бы, каким бы персонажем вы хотели бы, мы хотим помочь вам добавить. Но это премиальный шоп, и тут все только за реальные деньги. Я хочу посмотреть, какой тут прикольно, красиво. Очень прикольно. Yeah, this is the soothsayer outfit, and you can see that there's 3 versions of the soothsayer outfit that all have a very different vibe to them. This one has the twinkling stars on the underside of the Ну, это не все доступно, но это премиально, это за реальные деньги. Мне интересно, как можно открывать тут вещи, создавать, можно ли вещи тут или купить за внутриигровые деньги. Дают ли вам вещи, какие-то бафы или бонусы? Это только косметика. Внешний вид исключительно косметический. So these are, we think expression is a really big part of Palia, and players are going to want to show off the kind of personality they have and change that as often as they want to. Отображаться, как вам хочется в мире Palia, показывать вам, как вы выглядите себя, как-нибудь демонстрировать миру. Очень уютно, но очень большая вариация. Я хочу спросить больше. Короче, они сейчас будут рассказывать, как они создавали эти луки. Продлевают стрим не самыми интересными и нужными вопросами и ответами. Откуда они брали свою... Прикольно. Это хорошо, да, там пару костюмов было действительно хороших. Донатный шоп, я не знаю, будет ли это, можно ли это открыть как-то достижениями или создать, или купить через обычную валюту. Я вот не знаю, Palia будет бесплатный или платный все-таки. Getting it into game, animating it, all kinds of different texture, material treatments, and of course testing it through our awesome QA team. Yeah, it's a very in-depth process, but it really does pay off when you get to see it in world. And Maxwell, would you say the same for your team as well? Просто проверил, как там стрим. Yeah, absolutely. When we think about creating the world and that cozy vibe, there's a lot of Просто они постоянно говорят про уют и уютный вайб в игре, чтобы у вас были костюмы, все туда-сюда. Команда постоянно ищет найти варианты баланса, как игроки могут себя демонстрировать миру, но при этом подходить под стилистику Palia. Kenyatta уникальный стиль. Just in her look. Can we talk about how her signature look came to be? Absolutely. I love looking at these Как concepts. они переодеваются, It's really cool when you PC. see a sheet like this and you can instantly get an idea of who the character is. We were talking about this a little bit earlier. You can see even with some of the notes here, like if she actually wore the jacket properly, this is what it would look like, but you will never catch her doing that. She's always having it tied around her Никогда не waist. увидите ее правильно, чтобы она правильно носила пиджак, потому что она всегда его чаще всего будет носить на себе вот так. And it's sort of input from all this обсуждать стилистику сейчас.
Even seeing like some of the small details in how her jacket matches the same fabric as her mom, Esha, who she's not always the biggest fan of outwardly, but there's still some ties there. Yeah. I think it's wonderful. I'm so glad that we're getting a look at this Kenyatta concept art, because I don't know that I would have picked out right away that that was a blazer that was tied around her waist, but you're right. It says so much about her character that, you know, you can see how her mother would love her to dress. But she's doing her own thing, and I am here for it. All right, let's go back to Maxwell, what you were saying kind of about the game's style overall, and how you were able to pull some real-world inspiration. Стиль игры, как вы брали вдохновение из реального мира и переносили его в мир Палии. Yeah, our art director Jeremy has done a phenomenal job. Наш директор Джим сделал отличную работу, который нашел уютный вайб, который будет влиять на объекты в мире. Можно посмотреть, как выглядит библиотека, как цвета между собой играют. Короче, я понял, надо вводить дольше, сука. Исследование. Хочу узнать про исследование, как оно качается, что там есть интересного. Типа охота, понятно, соцсети, охота, там рыбалка, огород, собирание жуков, дом. Это все, конечно, очень классно. Но мне кажется, самый интересный момент это будет исследование, изучение истории Пали. Мне вот это больше всего сейчас интересно. Аристократический вид. Короче, с концепциями обсуждают, как они придумывали все эти концепт-арты, как они переносили свое вдохновление в стиль игры, чтобы оно все было уютным, интересным, индивидуальным и так далее. Yep, as you saw, that had silk in it. You're probably going to have to get some silk in the game to make that bed. All right, awesome. We have То есть нам надо добавить всякие ресурсы, чтобы сделать такую крутую силку. Это Absolutely. As much as we've gotten to run through today, it's still just a sliver of all the things out there to experience in Palia. We do have one other really exciting thing that we wanted to show off today, which is looking at our first adventure zone, Bahari Bay. То есть это зона для приключения. Bahari Bay, it looks very mysterious. Where our first zone that we've been looking through, Kilima, compared to this zone, which is meant to be our Первая зона была Килима, это вторая, типа, для путешествия, чтобы изучение мира придать вам, чтобы поставить, сравнить с масштабами, чтобы будет собирать что-то вместе с другими игроками, коллаборации устраивать. And Bahari Bay, as you see it now, is just the beginning. Like, we're going to be coming out with new adventure zones. Бухта Бахари — это только что первое, в которое вы пойдете изучать, судя по всему. Самое первое место, куда эксплореры пойдут. Приключенцы. Там будет очень-очень много всего, что можно будет изучать. Для всех, кто стримит. Мы уже знаем, когда игроки смогут добраться до Пали. Регистрируйтесь на Пали, это вам поможет попасть на закрытую бету 2 августа. То есть, если вы зарегистрируетесь, то обязательно я добавлю ссылочку на регистрацию на этот стрим потом. Не знаю, я сделал это сейчас, если кто-нибудь вдруг хочет. Все, они благодарят, уже прощаются с нами. I'd like to close it out with all of you telling us what you are most excited for players to get their hands on Palia. Aiden? Wow, it's hard to pick just one thing, but after all this time, I just Если вдруг захотите регистрироваться, вот, пожалуйста, ссылочка, регистрируйтесь, у вас повысится шанс попасть на закрытое тестирование Palia, ну и открытое, собственно, уже. So I'm just excited to see you all in Palia as a part of the experience and see how everything speaks to you. Oh, we are excited too. All right, Olivia, what are you most looking forward to from players in the closed beta? I can't wait for players to meet the characters that I've been spending the last 3 years getting to know, and our entire development team has been spending the last 3 years getting to know. So I can't wait for everybody to meet the characters. The cast of characters is so colorful. It's
It's going to be amazing. All right, Maxwell, Каст what персонажа excites очень you the most about players разноцветный. Ну, он спрашивает, joining что вас into the больше world of всего Aiden kind of touched on it, but I'm very excited to see how players respond to the Ему game, интересно посмотреть, как especially later in the игроки game when they're ответят в игре, progressing and когда, what they do особенно with в their конце, houses, когда how они they уже что-нибудь customize делают it. с своими Like, we've already домами, seen как они a будут ton их of creativity кастомизировать. in our Мы alphas, уже and видели once we много open it up to even more креатива players, в I нашей expect to get some really cool stuff. во время альфа-тестирования And от for you, игроков. Ambrielle, what are you most excited to see once players finally jump into the world of Palia? I'm really excited to start seeing players playing together. I Хотел think when посмотреть, we have a чтобы really игроки играли active chat вместе, going on, there's folks inviting each other чат, over чтобы to друг come друга cook все together, let's go приглашали insect друг catching другу, together, and bringing чтобы that вместе kind of social поохотиться на experience back этих to the game. I think it's инсектов, going to муравьев, be там, really этих fun. жуков. All right, again, thank you to everyone for being here today. Всем Thank you all спасибо. for watching. Stick around for an exclusive behind-the-scenes look at our live orchestra recording by Palia's composer, Stefan Schmidt. Ну и сейчас And we будет will просто see you показывать in Palia. Bye, сцены everyone. Bye, записи музыки оркестра. Вот. Ну и на этом все, собственно, не то чтобы много, и самое интересное, к сожалению, не показали. Показали только первую локацию, в которой мы будем исследовать. Вот мне больше всего было интересно как раз-таки за исследование, как прокачивается исследование, что мы будем исследовать. Но, видимо, они не хотят спойлерить, не хотят преподнести там что-нибудь лишнее, чтобы мы сами это открывали и узнавали. Ну хорошо, собственно, не то чтобы сильно длинный стрим, но, в принципе, показали всю базу. За исключением исследования, потому что исследования, видимо, будет много спойлеров. Значит, нас ждут квесты, исследования и базовые какие-то вещи по типу крафта, собирательства, сада, охоты и так далее. Что ж, надеюсь, что я попаду все-таки на закрытое бета-тестирование, поэтому для вас максимально быстро его постримлю. Ну, если не закрытое, то открытое бета-тестирование. Обязательно залетайте по ссылочке, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Мне там буквально вроде пару человек осталось, чтобы получить там 5 бонусов от рефералки, где вы сможете зарегистрироваться и тоже возыметь возможность попасть на закрытое бета-тестирование Palia. Ну и, собственно, на открытые тесты тоже попадете благодаря регистрации. Ну и на этом будем заканчивать. Опс, вот так вот пусть будет. На этом будем заканчивать. Это был геймплейный стрим Palia. 2 августа надеюсь попасть на закрытое бета-тестирование. Если нет, то вроде 10 на открытое бета-тестирование. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, кликайте на колокольчик, ставьте большие пальцы вверх, оставляйте комментарии, если смотрите запись стрима. Огромное спасибо всем тем, кто был активен в чатике. Спасибо за общение, спасибо за мнение. Обязательно залетайте в Discord, чтобы не пропустить грядущие стримы и видео по Palia и другим по проектам. Так что, надеюсь, в скором времени мы сами пощупаем Palia. Ну, как всегда, с вами был Hrap. Вы на канале Hrap Video Games. И помните, всегда играйте в свое удовольствие. Пока.